Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить просто. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного блюда из фарша. Его можно приготовить к обеду, ужину, либо на праздничный стол. Получается вкусно, сытно, оригинально и отлично сочетается с любым гарниром. Кроме того, такие гнезда из фарша можно замораживать. Для приготовления нам понадобится фарш 1 кг, куриное яйцо, соль, перец по вкусу, чеснок 2-3 зубчика. В блюде я буду использовать 3 начинки. Для первой начинки нам понадобится небольшая луковица и морковь, и половинка болгарского перца. Для второй начинки понадобятся грибы, лук и маринованные огурцы. Третья начинка самая быстрая в приготовлении. Для нее нам понадобится сметана, твердый сыр, 1 яйцо и зелень. Для всех вышеперечисленных пропорций твердый сыр для посыпки 100 грамм. Начну с приготовления основы. На 1 кг фарша я добавляю 1 яйцо, соль, перец по вкусу и 2 измельченных зубчика чеснока. Хорошенько перемешиваем. При желании можно добавить 2 кусочка хлеба, размочить в молоке и добавить в фарш. У меня сегодня вариант без вреда для фигуры. Теперь займемся начинками. Я предложу вам 3 варианта, чтобы вы могли выбрать для себя, хотя начинки могут быть самые разные. И если у вас будут свои варианты, что можно добавить в это блюдо, я всегда рада новым идеям. Первая начинка с луком, морковью и болгарским перцем. 1 небольшую луковицу нарезаем кубиком. Болгарский перец нарезаем точно таким же образом. 1 небольшую морковь натираем на крупную терку. На сковороду наливаем пару столовых ложек растительного масла. Первым высыпаем лук. Обжариваем его на среднем огне, помешивая до прозрачности. Затем добавляем морковь. Тушим овощи пару минут. Добавляем болгарский перец. Солим по вкусу. Пассируем овощи 2-3 минуты и выключаем. Вторая начинка с жареными грибами и маринованным огурцом. Грибы, у меня шампиньоны, нарезаем небольшим кубиком и высыпаем на сухую сковороду. Обжариваем, пока испарится вся жидкость и грибы уменьшатся в объеме. Теперь добавляем пару столовых ложек растительного масла и половинку лука. Перемешиваем. Солим, перчим по вкусу. Тушим все вместе 3-4 минуты. Лук должен стать мягким. Тем временем нарезаем маринованный огурец на небольшие кусочки. Количество регулируйте сами. Обжаренные грибы с луком пересыпаем в мисочку. Добавляем к ним огурцы. Все тщательно перемешиваем. Третья начинка готовится быстрее всех. В миску наливаем 100 грамм сметаны. Добавляем 1 куриное яйцо. Зелень, у меня петрушка, можно укроп. Тщательно перемешиваем. Солим, перчим по вкусу. Теперь добавляем 100 грамм твердого сыра, измельченного на мелкую терку. Перемешиваем, начинка готова. Из подготовленного фарша слепите небольшие шарики. Вес каждого шарика примерно 120 грамм. Выкладываем их на противень, засланный пергаментной бумагой. С помощью мокрого стакана сделайте в центре небольшое углубление, чтобы было похоже на небольшое гнездышко. Если нужно, подкорректируйте ложкой либо руками. Фарш бывает разный. У меня без конца гнездышки трескались. Важно, чтобы бортики были ровными и целыми, чтобы в процессе выпечки начинка держалась в середине. Теперь выкладываем начинку. Количество каждой начинки рассчитано на 3 гнездышка, поэтому если вы выбрали для себя какую-то одну, увеличьте количество ингредиентов в 3 раза. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.
Спустя указанное время извлеките форму из духовки. Начинка из сметаны дала больше всего сока, который разлился по всему противню, но на вкус это не повлияет никак. Каждое гнездышко сверху обильно посыпаем тертым сыром, измельченным на мелкую терку. Верните форму обратно в духовку еще на 5-10 минут. Я подержала 5 минут, если хотите, чтобы сырная корочка была более румяной, подержите подольше в духовке. Перекладываем на тарелку и подаем к столу в горячем виде. Гнезда получились очень сочными, вкусными и ароматными. Давайте теперь посмотрим на них в разрезе. С морковкой, луком и болгарским перцем. Со сметаной, зеленью и твердым сыром. С жареными грибами и маринованным огурцом. Такие гнезда из фарша с начинкой очень простые в приготовлении, относительно быстро готовятся, особенно если начинку подготовить заранее, и очень вкусные. Мне больше всего понравились с грибами, но это дело вкуса. Друзья, что бы вы добавили или наоборот изъяли из этого блюда? Пишите свои идеи в комментариях, очень любопытно узнать ваше мнение. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля, всем приятного аппетита и мирного неба над головой.